Жду трактор. Должен сейчас приехать, должен и вспахать нам вот здесь вот картошечное вот это поле. У местного мужчины, у которого все время нам пахал, сломался трактор, к сожалению. Поэтому в этом году пашем позже. Но вспахать все равно надо. Иначе на следующем году, в следующий год все зарастет у нас. Вот вдоль той березки. Вот там наша куча веток. Наш участок. Ой, как хорошо-то. Что-то там шумит. Наверное, едет. Дорога, да. Вон трактор едет. Пойду встречать. Здесь должна быть где-то слева у него. Это край, наверное. Что-то тут непонятно. Какие-то колышки у него вбиты. А где слива? Потеряла сливу. Пашут нам участок. А травы нет, так вообще красота стала. Тут осталось немножко. Еще, наверное, 2 рядка. И вот здесь вдоль забора пройдутся. И все будет хорошо. Приехал тракторист с сыном. Сыну на вид лет 12. А на самом деле 14. Вот обучает его. Говорит, Паш, тоже самостоятельно. Нравится ему очень. Вот, молодец. Весь участок парнишкой вспахал. Сейчас папа там пошел, говорит, выровняю полосу. То не умеет еще. Все нам вспахали. Ну, красота. Можно не бояться, что на следующий год у нас тут непролазные чащобы будут. Так что эта травка вся перегниет. Ну вот большое дело сделано сегодня опять. Лето в самом разгаре. У нас сегодня небольшой дождик прошел с утра. Достаточно ветрено, но ветер теплый. И на улице не холодно, тепло. Все, здесь любуюсь розами. Красота сплошная. Вон там Бася сидит на коре. Солнышко нашел барсик. Розочка рядом зацвела плетистая. Батшеба называется. Красивая розочка. Сочетается вот этот цвет с котовником. Вот, а я тут занимаюсь рукоделием. Плету вот такие кашпо. Сплела вот этот вот низкий из тазика. Вот этот справа, который я его сплела в прошлом году. А вот эти 2 уже в этом. Вот, и сейчас плету еще одно широкое кашпо. Такое. Делается совсем несложно. Вот, зато потом очень удобно в него садить цветы. Ну, мне нравится что-то делать своими руками. Я если что-то вижу, мне хочется почему-то не купить, а попробовать сделать. Ну вот. Ничего сложного абсолютно. Пчелки трудятся. Нектар собирают. У нас уже начинает спеть вишня. Правда, не крупная, но уже сладкая. В этом году очень рано. Малины будет тоже много. Все в ягодах усыпано. Когда были цветочки, тут прямо гудели шмели, пчелы, осы. Гул стоял такой. Малины много будет уже в этом году. Вот что значит теплая зима. Почти как на юге было. Ну, поэтому все растет. Вот новая розочка тоже распускается. Называется Ванесса Белл.
Нежненькая такая. Вот, тоже новая розочка распустилась. Это уже роза этого года. Вагулетта. Красивый яркий цвет. Этот дык айсвою давно уже радует своим цветением. Вот, не успеваю обрывать. Тоже красивая. У нас Сёма, слон, носится по клумбам. Вот представляете, что делает? Вот здесь ветку сломал. И у плетистой розы сломал целую плеть. Они у меня не подвязаны были. Ну не то, что сломал, он ее, скорее всего, согнул. Потому что я ее привязала. И она вянет. Если движение идет, значит не сломано. Так, а роза это вот эта, которая пересорт. Ну явно плетистая она. Даже посмотрела и цветки. Я примерно даже посмотрела у них на сайте. Примерно знаю название. Конечно, не уверена. Вот такая розочка. Ну, симпатичненькая. Вот эту плеть. Вот он тут и кончик отломил. И она полностью вся валялась. Надо пересаживать ее будет. А куда пересаживать? Ну, только в следующем году. В этом году я не знаю, куда тебя садить, дорогуша. Вот. Ну, здесь-то ты точно не останешься. Вот еще такое бывает. Пересорт. Хотя у них на сайте это редкость. Он тогда довольно-таки ответственно к этому делу относится. Ну вот, видите, бывает. Вот не бледно-сиреневый цвет тоже. Розочка такая. Маленькие цветы у нее. Тоже вся подвяла. Но все-таки роза королева сада. Вот эти вот пятна на флоксе. Я его уже опрыскала. Вроде бы дальше не идут. Все норовит заболеть. Все. А еще сейчас ночи холодные. Дожди часто. Благоприятная среда такая для болезней. Вот скоро вот этот товарищ зацветет. Все-таки он с цветочками. Он будет цвести. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Долго думает и собирается. Ну, отсюда его тоже надо убирать. Он тут очень странно смотрится с розами. Вон новый бутончик японской розы. Сесиль де Валанж. Такой тоже необычный. Флоксы цвести начинают. Лилии. Причем первые почему-то оранжевые. Вот такая маленькая лилия. Милашечка. Тоже розочка красивая. А.М. Макмиллан. Вот это прелесть. Соседка приходила, даже удивилась, что это роза. Не поверила сперва. Красивая. Как бантики смотрятся. Априкот фьюжн лилия. Тоже распускается. Тоже оранжевая. И оранжевая лилия вот та. Не знаю название. Мне ее отдали. Вот высокая. Среди наперстянки она теряется. Ладно. У соседки красивый клематис. Тоже распустился. Будет у нас тут фоном. Вот какой яркий, фиолетовый. Сплошная красота. Эту клумбу мне надо доводить до ума.
Много пустых мест. Надо будет пионы сюда посадить. Розочки еще. Барсик прибежал сюда. Барсюша любит здесь в палисаднике сидеть. Здесь тенек. На вишне часто птицы сидят. Курлыкают. И он тут слушает, любуется. Так, ну здесь, по-моему, никаких новых роз у меня не распустилось. Удивила вот эта роза. Вон, такой огромный бутон. Просто огромный по сравнению со всеми. Красиво смотрится здесь нигилла. Нежно-нежно так вот ножки розом прикрывает однолетник, но высевается самосевом. Здесь пышная травка такая и цветет вот такими вот голубенькими цветочками. Нравится она мне. Надо будет побольше ее размножить. Скоро зацветет, будет хорошо. Шалфей что-то сидит, думает. Странный какой-то. Лекарственный. Это, по-моему, я его высевала. Не знаю, будет цвести, не будет. Ну вот такой вот он. 3 шалфея у меня. Один уже вовсю цветет. Второй так поздно вышел. Розовый, он какой-то низенький, но уже набирает бутоны. А этот вышел рано. И вот одни листики вот такие вот у него двухцветные. Цвести не думает. Езидас ит с таким резным листочком, лепестком. Ой, блюфаю, красавица. Как она мне нравится, такая розочка, прелесть. Все-таки вот смотрите, вот сейчас многие цветы уходят в оранжевый цвет. Изначально почти все были коралловые, но все равно сюда хочется каких-то или светлых красок добавить, или ярких. Это тоже интересная какая роза, которую убирать хотела. Розочка светлая, бутончики вон какие темные, необычные. Это Розаман Жанон. Нахор шоколад, цвет обалденный. Но я переживала, думала, все коралловые будут. Нет. Так, а это кто? Вот странно, но это тоже Брэдфорд. Она что, потом в желтый уходит? Да, вот в такой цвет она потом уходит. Представляете, вот из такого вот в такой. Ой, чудеса. Чудеса и красота. Наперстянка сыпется. Ну, тут за розами не видно. Но, в принципе, это не раздражает. Главное, что они не висят, вот эти вот такие вялые бутончики наверху. Вася тут как тут. Любит за мной ходить. Вам уже, наверное, надоело, что я все время о цветах рассказываю. Но мне так нравится. Я прямо целыми днями тут хожу, любуюсь. А? Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому я все о цветах. А, вот туда не ходили давно. Что у нас там? Там у меня образовались заросли. Конечно, бы место побольше. Я ее называю сельская клумба. Такая природный стиль. Сюда все загнала. И получилось загущено. Загущено. Флокс вот здесь вот хорошо разросся. Здесь лифнис, фиалка. Что-то еще. Вот эхинацея. Наперстянку уберу. Оба куста. Вообще вдоль этого забора придется убрать везде наперстянку. Она душит прям много ее слишком. Будет посвободнее. Монарда очень сильно разрастается. Уже надо делить куст, прям отсаживать. Немного обрезала, она все равно. И лист у нее такой некрасивый. Ее кто-то жрет. Снизу вообще прям безобразие. Надо ноги прятать вниз. Вот луки голубые. С вербейником он дышевидным. Красиво будут они тут смотреться. Скабиоза. Тоже с луками, кстати, хорошо сочетается. Такие маленькие шарики и покрупнее.
Причем вот этот лук в скобиозе, он тут сам высеялся. Я его сюда не сеяла. Ну и здесь такая пустота образовалась. Ирисы, буквица, традисканция. Синюху срезала, потому что, чтобы семена не насеяла. Вот теперь она тут такая. Зацветает у меня гортензия. Это у меня Vanilla Фрайс. Крупная такая, большая. Не знаю, увижу цветение или нет. Уезжаем рано, ничего не вижу. Бревно цветет. Все ему тут замечательно. Очень хорошо себя чувствуют все растения. Даже ничего не отвалилось, не вывалилось. Надо будет еще потом сделать какой-нибудь пенек какой-нибудь оживить цветочками. Так, ну здесь у меня красные розы. Тоже красота сплошная. Вот, чайно-гибридная моя тоже одна из первых. И вот здесь вот розочка зацветает красом. Вот такая двухцветная, тоже красивая. Это по-моему, спрей. Большая розочка. Ну какая милота. Бутончик такой правильной формы весь. Аккуратненький. Красиво очень смотрится она. Это батшеба. А в распуске вот такая вот. Многолепестковая. Ой, как красиво будет. Господи, как уезжать в город неохота, если бы вы знали. Здесь тоже у меня все хорошо себя чувствует. Ну ладно, провела вам небольшую прогулку и, пожалуй, вернусь к своему плетению. Руки немножко отдохнули. Продолжу. Когда доделаю, покажу, сниму, что получилось. Я доплела кашпо. Вот такое получилось. Это скорее даже горшок, а не кашпо. Вот. Можно высадить еще пряные травы. У меня еще котовник не высажен. И еще одна мята. Подумаю, что сюда посадить. Сюда также можно высаживать однолетние цветы. Но у меня их пока нет. Поэтому высажу, наверное, котовник. Вот. Подробное видео, как я плела кашпо, можно посмотреть по ссылке. Ссылка будет в описании к видео. Вот что с котами делает улица. Умаялся, бедный. И даже лапу на кресло закинул. Господи, как сладенько спит. И съемка ему совершенно не мешает, как и мой голос. Отдыхает котенок. Устал. Кушал, дрыхнет, гулялся. А вот еще вот так умеем. И опять лапка элегантно откинута.
хорошо котенку в деревне. Скажи, что этот город, да? Увидела здесь. Свобода, природа, еда. 3 волшебных, да. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.